Привет, друзья! Создать фоны. Фоны — это фундамент нашего изображения, миниатюры, фотографий. В том случае, что мы создаем. И размеры, как всегда я говорю, играют ключевую роль. Как фотографий, так и самого фона. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Ссылку на проект я, как всегда, оставлю под видео описание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поехали. Я рекомендую начинать вот с размера 200 на 200 создавать фон. Да, просто выставляете размер. Выбираете цвет фона самим собой, либо же нажимаете палитру, я показывал, и находите цвета, которые вам надо. Далее все просто. Вы нажимаете, когда уже изначально создали размеры, написали, нажимаете генерировать. У вас простой фон. Чтобы у вас были эффекты воды, капли воды, нажимаете птичку и нажимаете еще раз генерировать. И так нажимаете несколько раз, пока не добьетесь нужных вам эффектов. Почему именно в маленьких размерах? Потому что когда растягивается сама фотография, в дальнейшем у нас происходят вот такие еще лучшие эффекты. Почему я рекомендую вам всегда поиграться с размерами. И просто скачиваем. Вот и все наши действия, как мы делаем фоны. И нарезайте фонов себе, создавайте разных цветов и размеров. И потом работайте, добавляйте второе фоновое. Фотография, текст. Все инструменты для этого будут находиться здесь справа, либо же в верхней категории текст и фоторедактор. Либо же ниже опускайтесь и просто переходите. Ну давайте начнем с наложения фона. Все просто теперь у нас. Выбираем мы фон наш создавший и добавляем уже наложение фотографии. Выбираем второй файл, любой. Нажимаем и открыть. Все. За красненькую мы растягиваем. Увеличиваем, уменьшаем. Либо же просто крестиком двигаем. И у нас уже мы подбираем фоны, которые нам нравятся, да, для фотографии. Если этот не подходит, то самим собой мы меняем фон и так далее. Далее нам останется только добавить текст, либо же наоборот можно делать без разницы. И вот здесь мы тоже уже создаем так же самое. Когда текст, нужные размеры файла изначально. Давайте, допустим, вот это добавим. И нам нужны размеры, допустим, 1920 выставляем сразу. К примеру, на 1080. И также мы можем эти фоны для сайта делать, для всего. Для видео YouTube это у нас стандартные размеры 1920 на 1080. И уже мы добавляем самим собой текст. Добавляем текст. И если просто ровный, передвигаем его вверх-вниз. Либо же мы хотим полукругом изогнутый. Здесь нам надо в разделе текст. Клавиша пробел и начинаем изгибать текст как нам надо. Ну, как видите, самая главная работа начинается у нас с фона. Мы создаем фундамент для нашей следующей работы и продолжаем делать проект. Только после этого, когда мы все настроили, да, двигаем текст, выставляем в нужную нам сторону, куда увеличиваем, больше, меньше, создаем, в общем, все играемся. Жирный, курсив. Шрифт выбираем, разные шрифты, и текст, вот видите, по-разному будет видеть, и уже картинка от этого тоже портится. Все положение, надо тут поиграться, постараться. Если это YouTube, учитываем, что посередине всегда у нас вот эта часть, да, значка в середине, значит текст мы всегда должны угадать. Если это для сайта, то мы должны тоже угадать. Вот первая начальная наша страница, это первое у нас идет значок нашего изображения, первое изображение, и второе, и также рассчитывать, чтобы люди могли видеть текст наш и прочитать. Обязательно оставляйте комментарии ниже под сайтом, чтобы я знал, что можно изменить, добавить ваши предложения. Это очень важно для меня.
Если это возможно, я всегда внесу изменения на всех страницах, где с текстом мы работаем и с фотографиями. Потому что я подстраиваю под себя, а вы пишите комментарии прямо на той странице, где вы создаете, что добавить или что, допустим, быстро, передвижение, допустим, текста быстро или наоборот медленное. Ну а если нам надо, конечно, фон уже для страницы, там, сайта мы хотим, то, конечно, мы сразу выставляем уже размеры поболее. Нажали генерировать, скачали, чтобы попробовать еще добавить эффект, мы скачиваем и потом еще раз изменяем размеры. Заходим опять в редактор, где мы работаем сжать фотографию, сделать квадратной или полукруглым текст и добавляем созданный наш проект этот или этот, давайте вот этот шумы большой. И здесь мы уже можем увеличивать. Допустим, выставляем размеры 2560 на 1920 и нажимаем сжать и скачать. И сразу просматриваем до 4К. Он работает, отлично все. И смотрим наши эффекты. Видите, эффекты пропадают. Почему я говорю, надо поменьше сначала делать, а потом растягивать. И эффекта уже мало. А когда маленькие размеры мы сейчас скачиваем, и совсем другой будет. Вставляем обратно в этот редактор и увеличиваем его. У нас 200 на 200. И уже вы видите, какой эффект. А если сейчас мы его еще растянем, 2560 на 1440 сжать и скачать, то эффект еще должен лучше быть. Да, вы видите, получается эффект еще более растянутый. И так мы, видите, добиваемся размерами сжатия еще дополнительных эффектов. Либо же наоборот, если надо меньше, значит мы делаем наоборот больше изображения, а потом уже увеличиваем. И у нас получается красивые наложения. Кому помогло это видео, оставляйте лайки и комментарии. Всем удачных проектов. Все ссылки будут под видео в описании. Создайте себе побольше фонов, фоновых изображений и просто фонов. И сделайте наложение, и вы поймете, о чем я рассказываю. Да, и кто, конечно, используйте всегда вот эту функцию, она на всех страницах моего сайта. Поиск палитры цветов навели. И все, вот уже у вас вот этот фон на месте. Только используйте бесплатные, чтобы были без авторских прав. Знаете, что на каждую палитру есть авторские права. Именно вот так делайте. Два сайта рядом. Windows стрелочка влево, Windows стрелочка вправо. Открывайте страницы и поиск палитры. И подбирайте себе нужный цвет вашего фона. Все, всем пока. И сразу скачивайте и добавляйте в свои проекты. Потому что цвет это такая вещь, которую не всегда легко подобрать.